Дорогие друзья, всех приветствую, всем очень рада. Надеюсь, что вы все в добром здравии и в отличном настроении. Присоединяйтесь. Сегодня меня зовут Анна Чайковская, я энергопрактик, регрессолог и коуч по международным стандартам ICF. И сегодня я бы предложила посмотреть на страхи в общем с позиции как коуча, так и регрессолога, и посмотреть, что в рамках этих трансформационных техник можно делать с нашими страхами. По времени я надеюсь, что эфир продлится, наверное, около 30 минут примерно. Пожалуйста, вы можете задавать все свои вопросы в комментариях, в директ, во время эфира, после эфира. И в директе в режиме 24/7 у меня отвечает моя виртуальная помощница Фрида, которая просыпается от слова «шанс». То есть если вы даже сейчас напишите слово «шанс» мне в директ, она вам все расскажет без утайки, ответит на все ваши вопросы, поэтому смело пишите, тестируйте Фриду. Но вернемся к теме нашего эфира. Сразу скажу, что и регрессия, и коучинг – это отличные, мощнейшие трансформационные практики, но только для здоровых людей. То есть, если вы чувствуете, что ваш страх вас парализует, он реально сказывается на качестве вашей жизни, и вам ничего не хочется, и он накрывает вас с головой, и вы переживаете панические атаки, и у вас нет желания жить, то в таком случае это очень тревожные симптомы, и здесь важно вовремя обратиться к психотерапевту, не затягивая и не пытаясь решить эти вопросы самостоятельно. Это очень серьезный момент. Считается, что страх – это что-то не очень хорошее, с чем надо бороться и что надо обязательно преодолевать. И тут действительно есть здравое зерно, но важно это здравое зерно отделить от менее здравых плевел. Страх сам по себе обеспечивает нам физическое выживание. И я думаю, что все присутствующие забоятся играть ночью в мяч на скоростной трассе или плавать с акулами и крокодилами вне специальной клетки. Страх предупреждает нас об опасности, о реальной угрозе нашей жизни. Но это если мы им правильно пользуемся. Если же мы им пользоваться не умеем, то этот же страх причиняет нам невообразимые мучения и очень сильно сказывается на качестве нашей жизни. И из этого следует несколько моментов. Присоединяйтесь, пожалуйста, всем очень рада. У рационального страха есть конкретная и абсолютно реальная опасность. Это может быть угроза жизни, это может быть угроза здоровью, социальному статусу, финансовому благополучию, так же, как те же крокодилы, машины, мечи на скоростных трассах. То есть это абсолютно реальные вещи. И ключевое слово здесь то, что они реальные. Например, если вы стоите на балконе 25-го этажа, и вы забоитесь, наверное, перегибаться и свешиваться вниз, потому что вы реально понимаете, что можно упасть и разбиться насмерть. И это вполне реальная, ощутимая физическая угроза, реальность. И этот страх, он ваш союзник. При нерациональном, при иррациональном страхе угроза надуманная, ее не существует. Но ощущение страха и все проживания страха, и вся симптоматика страха, когда у вас сердце уходит в пятки, потеют ладони, вас трясет, темнеет в глазах, вот все эти симптомы, они точно такие же, как у реального страха. И иногда даже бывает, что такого человека называют симулянтом, потому что угрозы нет. В чем проблема тогда? И повторю, угрозы нет, а страх есть. Абсолютно реальный, абсолютно сильный, абсолютно проживаемый на уровне тела. И почему так происходит? Потому что страх происходит от избытка нашего воображения. И нам ничего не надо такого сделать, просто чтобы испытать
этот страх, еще ничего не случилось, а мы уже все придумали. И то, что мы придумали у себя в голове, может произойти 1000 разных способов, миллионом разных способов. Но, скорее всего, оно не произойдет никогда. Не так ли? И получается, что вы боитесь того, чего не существует. А ведь невозможно бороться с тем, чего нет. И мы на одном из эфиров уже говорили об этом, что воображаемые препятствия непреодолимы. Вот ситуация с иррациональным страхом, она абсолютно об этом же, потому что побороть можно то, что существует. И в таком случае что остается? Вот только наслаждаться этим страхом, потому что в конце концов это ваше собственное творение. И, может быть, вам просто очень нравятся фильмы ужасов. Мне, например, они не нравятся и никогда не нравились. И если вы чего-то боитесь, то получается, что вы создаете этот фильм ужасов у себя в голове. И смотреть этот фильм, кроме вас, никто не хочет. И это, конечно, плохо для создателя фильма с коммерческой точки зрения, но вас это совершенно не останавливает. И вы продолжаете создавать этот ужас самостоятельно у себя в голове. А почему бы не попробовать создать какой-то хороший фильм, комедию, например, или историю про любовь, или какой-то, в конце концов, детективный триллер. И можно попробовать прямо сегодня создать у себя какую-то короткую, 5-минутную короткометражку. Начните использовать свой разум иначе. Это абсолютно все в ваших силах. Но у многих действительно вошло в привычку, а про привычку, кстати, это тоже совершенно отдельный разговор, создавать именно фильмы ужасов. Конечно, то, что вы создаете у себя в голове, то есть если вы создадите love story, это не значит, что она немедленно воплотится в жизнь, но в любом случае вы не будете испытывать ужас. И, может быть, вы сможете насладиться этим фильмом, раз уж в реальной жизни вы не можете насладиться тем, что вы себе сами создаете. Создайте себе хороший фильм, хорошую реальность. Но на самом деле, конечно, если серьезно, страх означает страдание от того, что вы не можете различить, где ваши воспоминания, а где ваш жизненный опыт, а где ваше воображение. И это все смешивается в некую кучу. И, конечно, страх – основа огромного количества конфликтов во всех сферах жизни. И, конечно, если его бы не было, мы все бы жили лучше, и мир был бы лучше. Но, тем не менее, он есть, и нам надо как-то с этим научиться выживать. И обычно при рациональном страхе головой человек понимает, что опасности нет. Но страх от этого понимания никуда не уходит. И легче не становится. И тогда возникает следующий вопрос: а откуда берутся вообще эти иррациональные страхи? И как вообще вот это все происходит? Обычно на первом этапе человек чувствует рациональный страх, имеющий объективную, реальную причину. Но он его подавляет и говорит себе, что я не буду об этом думать, я подумаю об этом завтра, я лучше сейчас съем конфету, я должен быть сильным и справляться с любыми неприятностями, и вообще там мачо не бояться, или там я этого не боюсь, я просто не хочу об этом думать. И пытаются как-то другими способами объяснить, что страха нет, как будто бы его нет. А подавленный страх, как любая непрожитая, невыраженная эмоция, уходит очень глубоко в наше подсознание. И то есть страх остается, а понимание, по какому поводу он вообще был, какая эмоция, какое событие, вот что его вызвало, теряется. И теряется, потому что человек активно старается его подавить и забыть о нем. И существующему страху бессознательное ищет и придумывает ложный повод, чтобы его выпустить, чтобы побояться, чтобы как-то снять вот это внутреннее напряжение. И вот, пожалуйста, иррациональный страх готов. И тут, наверное, можно было бы привести примеры. Например, женщина
молодая, 34 года, со страхом пауков. И она умом понимает, что в нашем регионе никаких ядовитых пауков нет. Однако от этого ей совершенно не легче, и ее страх никуда не исчезает. А в этой же реальности, в реальной реальности, она живет с мамой, мама полностью контролирует ее жизнь, начиная от того, что ей одеть, где ей работать, как ей проводить свой досуг, с какими молодыми людьми встречаться и так далее. И в таком случае настоящие страхи ее очевидны. Это страх перед мамой, страх самостоятельности, страх взять на себя ответственность. Другими словами, ей не хватает смелости, чтобы начать жить свою жизнь без помощи мамы. А бессознательная логика такая, что я лучше буду бояться пауков, ядовитых тарантулов в Подмосковье, потому что они у нас не водятся, и бояться их не так страшно, как бояться маму, грозную, всемогущую, которая рядом и которая может наказать. И символически получается, что все эти страхи связаны, потому что мама, как паук, сплела вокруг меня сеть, из которой мне уже никогда не выбраться. И вот все эти подавленные, непрожитые эмоции, они копятся внутри, используя любую возможность, чтобы выйти. И точно так же, если посмотреть на тему страха, на вопрос кармических причин наших страхов, как мы работаем с этим в регрессии. Причин, по которым мы испытываем страх, может быть огромное множество. И в регрессии мы пойдем искать именно первую причину, когда человек испытал тот или иной страх в зависимости от запроса. И, например, если в прошлых жизнях, будучи, к примеру, воином или жестоким правителем, мы могли стать причиной страха у огромного количества людей. И теперь мы страдаем и работаем со страхами сами в нашей текущей жизни. Или вы были бесстрашным воином, или тут может быть миллион разных причин, когда этот страх впервые вошел в вашу жизнь. И мы пойдем искать эту первопричину и посмотрим, что случилось тогда на самом деле. Чей на самом деле этот страх? Потому что вполне возможно, он передан вам от ваших предков, может быть, он передается вам по роду, может быть, это задача вашей души на текущее воплощение. Может быть, миллион причин, и со всем этим мы сможем разобраться в регрессии. Почему же страхи и сомнения нам так мешают? Особенно, если мы говорим про необходимость движения из точки А в точку Б, если мы говорим про осознанность, если мы говорим просто про качество нашей жизни. И здесь мы уже переходим к коучингу. Какие страхи тревожат в основном моих коучинговых клиентов? На первом месте это, конечно, страх совершить ошибку. Мнение других людей, что подумают обо мне люди. И мне уже не 18, и у меня нету этого права на ошибку. И в таком случае мне нет смысла начинать. Хотя, конечно, лучше начать и в 50, и в 80, чем не начать никогда. Но это всегда выбор конкретного человека. Страх стать успешным. Например, когда у меня все друзья работают на заводе, и родители работают на заводе, и дедушки и прадедушки работали на заводе, как я могу вообще, как я смею мечтать о чем-то большем? И я такой маленький, например, а проект такой большой, я не справлюсь, и у меня синдром самозванца, и я еще не готов. И тут может быть такой лайфхак, что вы никогда не будете готовы, поэтому решение может быть только одно. Наверное, достаточно грустное, но оно заключается в том, что идти и делать. И, например, вы поставили себе какую-то смелую, наглую, амбициозную цель с вечера, а утром понимаете, что вы не очень в ресурсном состоянии. А все знают, что такое ресурсное состояние. Когда вы выспались, когда вы чувствуете себя бодро, когда вас с утра все радует, вы чувствуете аромат свежесваренного кофе, и жизнь вообще прям
с утра уже задалась. И согласитесь, что в таком состоянии страхов как-то нет. Ну, по крайней мере, их намного меньше. А бывает, что вы с утра просыпаетесь, и все, и вот сразу поняли, что все, вот не сегодня. Сегодня день вообще не задался. Вы не выспались, вы отлежали себе руку, ногу, все что угодно. У вас вообще нету никакого настроения вставать с кровати, идти к каким-то непонятным целям. И когда вы в этом состоянии не ресурса, нам объективно значительно сложнее справляться с этими страхами. И давайте я сейчас вот нарисую небольшую картинку, а вы постарайтесь ее представить. Сядьте, пожалуйста, удобно. И прямо сейчас представьте, что вы находитесь в вашем самом любимом месте. Может быть, у себя дома, а может быть, на берегу моря, а может быть, на любимой даче, на любимом диване, а может быть, на природе, в каком-нибудь самом красивом и самом любимом месте в мире для вас. И вас окружает красота, комфортное и любимое вами время года, и комфортное и любимое вами время суток. И рядом близкие люди, только те, кого действительно вы любите, кто вам дорог и кого вы хотите видеть сейчас с собой. И рядом стоит столик с любимыми десертами и едой. И вы получаете тотальное наслаждение от нахождения в этом месте, от нахождения в этом моменте. Вот представили? И согласитесь, что это состояние, что, думая об этом месте и фокусируясь на этом состоянии, вы начинаете чувствовать себя немного комфортнее, чем до того, как я начала рисовать эту картинку. И все ваше внимание, все мысли, чувства, эмоции, все сфокусировалось на этой картинке. И эта картинка дала вам чуть больше ресурсного состояния. Согласны? А теперь обратный случай. Почему страхи, сомнения, неуверенность нам так сильно мешают? Потому что страхи и сомнения запускают в нашей голове совершенно другие картинки и совершенно другие состояния. И они рисуют и запускают в наших головах те самые фильмы ужасов, о которых я уже говорила. И они создают состояние нересурса. То есть, если мне страшно, я чего-то боюсь, я сомневаюсь, я не уверена, я начинаю создавать в своей голове другие образы. И таким образом, вместо приятных картин своего ресурсного, теплого, комфортного, любимого места, вы сами, своими руками, своими мыслями начинаете создавать совершенно другую реальность. И эта другая реальность, эти нересурсные образы запускают в вашей голове еще более нересурсные состояния. И таким образом получается, что вы начинаете ходить по кругу. И эти грустные картинки усиливают внутреннее состояние нересурса. И, конечно, если вы уже попали в это нересурсное состояние, то выбраться из него будет значительно сложнее, чем не допустить туда, не свалиться туда. Потому что когда нет ресурса, нет сил, и вообще тогда концентрироваться уже на каких-либо состояниях очень сложно. Появляется сразу ворох лишних мыслей, ворох каких-то переживаний, страхов, сомнений и какая-то бесконечная ментальная жвачка. А все знают, что для достижения наших целей нам нужно совсем другое состояние, совершенно другая фокусировка на том, к чему мы идем. И когда вы сконцентрированы на чем-то действительно важном для вас, то эти воспоминания и эти состояния, на этом воспоминании, на этих состояниях, то вам объективно уже не до страхов, потому что цель вижу, не вижу преград.
Вот знакомо ли вам такое состояние? Вне этого состояния, когда мы без ресурса, двигаться к своим целям вообще невозможно. И получается, что 1 шаг вперед, 2 шага назад. Ну вот такое так себе очень движение. И запускается сразу каша, и запускаются вот все эти негативные картинки, которые, ходя по кругу, усиливают сами себя и загоняя нас в еще все более и более и более нересурсное состояние. И если вам важно, и если вы хотите начать что-то новое, какие-то новые состояния, то вам надо начать что-то делать по-другому. И точно так же, когда мы в ресурсе, мы начинаем делать какие-то шаги к своим целям. Эти шаги дают нам энергию, усиливая состояние ресурса. Из состояния ресурса нам хочется двигаться дальше и делать шаги. И наши шаги усиливают наш ресурс. И тут опять получается, что замыкается круг, и опять нет другого варианта, как идти и делать. Боюсь, но делаю. И это состояние «боюсь, но делаю», оно позволит как можно быстрее пройти вот все эти подводные рифы наших страхов. И что же нужно сделать для того, чтобы начать это движение? Начать движение. И никакого другого ответа здесь быть не может. А что же тогда нужно делать, чтобы дойти до цели? И здесь тоже не может быть никакого другого ответа, кроме как просто продолжать движение. И только так вы сможете дойти до своей цели. Но если вы не начнете движение, то в таком случае вы попадаете в нересурс, опять попадаете в страхи, опять попадаете в замкнутый круг, и опять получается торможение. И это уже тогда все совсем не продвижение. И, конечно, я прекрасно понимаю, что во всей этой цепочке самое сложное – это именно начать. Повторю, что начать можно только из состояния ресурса. И именно поэтому это состояние ресурса так важно. И именно поэтому о нем все так много сейчас говорят. И это в том числе о том, что долго думающий проигрывает действующему. Зажмурьтесь, закройте глаза и сделайте первый шаг. И вы увидите, что это все эти страхи были просто иллюзиями. В том фильме, режиссером которого вы являетесь сами, того самого фильма ужасов, с которого мы начали. И, например, при подготовке эфира можно было бы начать бояться, что упадет Wi-Fi, что эфир не сохранится в Инстаграме, и зачем тогда все это делать. И что, может быть, придет курьер, а может быть, придет соседка, а может быть, придет сантехник, который ошибется адресом и будет звонить в дверь. И можно себя так накрутить, что принять решение: не буду тогда я ничего этого делать, и я не буду проводить никакие эфиры в Инстаграме, потому что, это очень страшно, и опасность, вот она, стоит за дверью уже, подкралась. На самом же деле, вот из всех перечисленных ужастиков, если пройтись по каждому пункту, можно перейти, если не заработает Wi-Fi, можно перейти на сотовую связь. Можно организовать курьеров и сантехников заранее. Если не сохранится эфир Инстаграма, так же, как если начнется ядерная война, это вне зоны моей ответственности. Я ничего не могу с этим сделать. Поэтому, как-то так. И точно так же можно пройтись объективно по любым рациональным, нерациональным страхам и посмотреть, а на самом деле о чем тогда идет речь. И на самом деле тогда чего боитесь и чего хотите. И что на самом деле тогда важно. Потому что если спросить любого среднестатистического или не среднестатистического, а наоборот успешного человека, который является авторитетом для вас в той области, которая вам значима, есть ли у него страхи? И, конечно, да, потому что мы все живые люди, и страхи есть абсолютно у всех, и это абсолютно нормально. А важно только то, как мы выбираем реагировать
на эти страхи. И это уже абсолютно зона нашей ответственности. Ответственности в первую очередь за себя и за свою жизнь. И некоторые говорят иногда, ну вот я с утра проснулся или проснулась в хорошем настроении, в состоянии ресурса, успела сделать очень много. А вот сегодня я проснулась уже не в ресурсе, и мне не хочется ничего делать. И я не буду ничего делать, сори. У меня нет ресурса ни на что. Поэтому я полежу, не пойду сегодня на работу, не буду вообще ничего делать. Уйди, старушка, я в печали. И согласитесь, что в таком случае это некая позиция жертвы, когда не вы управляете своей жизнью, а это эти состояния берут ответственность за вашу жизнь и начинают управлять вами. И это, согласитесь, не очень хорошая история. Вот насколько важно найти ключи и научиться управлять своими состояниями. Потому что реальность есть не что иное, как наши переживания, как наши реакции. И поэтому тот, кто может влиять на происходящее в своем сознании, способен и менять свою реальность. Потому что вот внешние все случаи и события, они никак не связаны с вашими эмоциями. Это вы выбираете свои реакции, как вы будете реагировать на то или иное событие. Это только ваше, часто, к сожалению, неосознанное решение, но если оно станет осознанным, и вы увидите, как вы это делаете, картинка мира изменится, так же, как изменится ваша реальность. И, например, вот мой эфир уже подходит к концу, и сантехник не пришел, и никто мне не звонил в дверь, и не упал интернет, и, может быть, даже этот эфир сохранится. А можно было бы забояться и его не проводить. Большое спасибо всем, кто был со мной, кто будет смотреть это в записи, и до скорейших встреч!